Всем привет, меня зовут Алена. В этом видео хочу рассказать, как я вязала мужской джемпер с косами. Я записывала подробный мастер-класс, но, к сожалению, часть видео у меня случайно были удалены с телефона, поэтому попробую рассказать вам основные моменты, опираясь на свои черновые записи в тетради и видео, которые у меня сохранились. Итак, вязала на размер М из бобина из мясовой пряжи в 5 сложений. Здесь ниточка одна 1,5 метра в 100 граммах. Каждая ниточка это разная нить. Где-то есть меринос, где-то есть верблюжья шерсть, кашемир и так далее. Поэтому состав пряжи смесовка. Метраж, если ориентировочно брать, то получается 300 метров в 100 граммах, когда уже все ниточки смотаны. Спицы я использовала 3 и 4. Общий расход джемпера 500 грамм. Моя плотность вязания 25 петель на 30 рядов. Если ваша плотность соответствует моей, то вы можете использовать мои расчеты. Если не соответствует, то вы можете попробовать подобрать спицы другого размера или же пересчитать вашу плотность при помощи коэффициента петель и рядов. Как это сделать, вы можете посмотреть в отдельном видео, у меня есть на канале, и ссылочку я вам оставлю под этим видео. Вяжем джемпер отдельными частями, а затем сшиваем трикотажным швом. В процессе вязания я корректировала выкройку в сантиметрах. Я хочу, чтобы вы отталкивались уже по этим расчетам, а не тем, которые я говорила в видео. Почему? Потому что, например, я связала рукав 68 сантиметров. По моим замерам надо было именно так вязать. А при примерке сын посчитал, что рукав ему длинноват. Поэтому я сократила, например, там на 4 сантиметра. Поэтому вы ориентируетесь на свои данные, которые касаются длины изделия, длины рукава. Но и исправленные вот эти вот значения по этой выкройке, они более правдоподобны. Начинаем вязание со спинки. На спице номер 3 набираем 130 петель и вяжем резинкой 2 на 2 5 сантиметров. При этом начинаем ряд с одной кромочной, затем 1 изнаночная и далее уже чередуются 2 лицевые, 2 изнаночные. Это будет равномерное распределение резинки. В последнем изнаночном ряду резинки надо равномерно прибавить 16 петель. На спицах должно всего получиться 146 петель. Я записывала в записях, что надо прибавки делать. Так, прибавки надо делать по одной петле в изнаночных петлях через одну дорожку изнаночную. Так, значит, мы делаем прибавочку, пропускаем одну изнаночную дорожку, делаем опять прибавку и так далее. Я прибавляла именно таким образом. Вы после всех прибавочек еще раз пересчитаете петли. 146 петель должно быть для последующего вязания и чтобы нам хватило для распределения узора. После того, как прибавили петли, переходим на спицы номер 4 и распределяем узор. Сама коса состоит из 10 петель. Лицевая полоса состоит из 8 петель. И между ними по 2 изнаночные петли. Плюс по краям 2 кромочные. Всего получается у нас 6 кос и 7 лицевых полос. Распределение узора у меня расписано в записях для спинки, переда и для рукава. Сейчас я поближе вам покажу. Вот это вот у меня распределение узора для спинки и переда. Всего 146 петель. Это для рукава. В рукавах далее будут делаться прибавочки и узор надо будет включать. Давайте посмотрим на сам узор. Узор несложный. Здесь есть центральная полоса. Она у нас лицевыми петлями связана. Так, вот лицевая полоса. И от центральной полосы из лицевых петель расположены 3 косы с наклоном влево и с другой стороны 3 косы с наклоном вправо. Раппорт самой косы по горизонтали 10 петель, как я уже говорила, и по вертикали перехлесты делаются в каждом 8-м ряду лицевом.
кроме начала вязания. В самом начале мы провязываем 10 лицевых рядов и в 11 лицевом ряду делаем первый перехлест. Точно так же мы делаем это и на рукавах. Сначала мы вяжем 10 лицевых рядов, ну то есть 20 всего рядов. В следующем ряду делаем перехлест и уже от этого продолжаем делать перехлесты в каждом 8 лицевом ряду. Что касается горловины, я закрывала иглой. А что касается низа и рукавов, начала вязания, я набирала немецким витым набором. Узор в этом джемпере состоит из кос. И здесь только два вида кос. Это с наклоном вправо и коса с наклоном влево. Общее количество петель самой косы 10 петель. С наклоном вправо вяжется следующим образом. Для того, чтобы было удобно, мы можем использовать дополнительную спицу. И начинаем наше вязание, откладывая первые 5 петель за работу. То есть мы переснимаем 5 петель и отодвигаем за работу. Ниточка здесь перед дополнительной спицей, и мы провязываем 5 петель, которые у нас остались на левой спице. Провязываем лицевыми петлями. Затем ниточку мы оставляем впереди, а вот эти вот петли, которые мы сняли на дополнительную спицу, одеваем на левую спицу снова. И теперь уже эти петли мы провязываем лицевыми петлями. Ниточку за работу и вяжем. При этом мы не стягиваем петли, вяжем свободно, потому что будет очень тяжело сделать этот перехлест. Все, мы сделали перехлест направо. Перехлест налево делается немножко иначе. Вяжу по рисунку. Доходим до косы, которая идет у нас влево. Точно так же мы берем дополнительную спицу или специальную спицу для кос, снимаем первые 5 петель и оставляем их уже перед работой. Провязываем 5 петель с левой спицы. Теперь эти петли мы переснимаем на левую спицу и тоже провязываем лицевыми. И у нас получится коса с наклоном влево. Так, все, провязали. С наклоном вправо и коса с наклоном влево. Я провязала от проймы 24 сантиметра, и теперь я буду делать плечевые скосы и одновременно для спинки буду закрывать средние петли. У меня получилось всего 4 косы.
4 перехлеста. Вот от этого места получается 4 отрезка, 4 раппорта. Сделала перехлест, и в следующем ряду я начинаю делать плечи и горловину. Плечевые скосы я буду закрывать обычным способом. Давайте посмотрим на мой рисунок, где я расписала, сколько надо закрыть. Вот у меня спинка. И, значит, для плечевых скосов надо будет закрыть в каждом втором ряду 3 раза по 8 петель и 1 раз 7 петель с двух сторон. И одновременно мы закрываем 34 петли. И для закругления горловины мы закрываем в каждом втором ряду 1 раз 2 петли и 1 раз 1 петлю. Для начала мы поставим маркеры, отсчитываем 45 петель, ставим маркер, отсчитываем 34 петли и ставим маркер. Я поставила маркеры, получается от средней полосы пропускаем по одной косе с двух сторон и плюс 1 петля. Это будет 34 петли. И начинаем с плечевых скосов, закрытия петель. Первый раз мы закрываем 8 петель. Я закрыла первые 8 петель, и у нас здесь уже нарушается наш узор. Вот эти вот оставшиеся петли мы провязываем просто лицевыми. Вяжем до маркера и переворачиваем работу на изнаночную сторону. С изнаночной стороны делаем первое убавление для закругления выреза горловины на спинке. И первый раз мы закрываем 2 петли. Провязываем их изнаночными. И дальше вяжем по рисунку до конца. Для того, чтобы у нас не было ступенек на плечевых скосах, последние 2 петли мы не провязываем, просто их переснимаем на спицу. А с лицевой стороны первые 2 петли мы провязываем вместе. Это будет у нас первая петля убавленная. И дальше мы точно так же, как и здесь, второй раз убавляем 8 петель. Значит, вместе провязали 2 петли, это одно убавление. Вторая петля, третья, четвертая, пятая, шесть, 7 и 8. Дальше продолжаем опять вязать до вот этого вот места, где мы начали делать округление для выреза. И с изнаночной стороны мы уже убавим еще одну петлю. С этой стороны последнюю петлю я снимаю, переворачиваю работу, провязываю ее лицевой, следующую петлю провязываю изнаночной и делаю закрытие одной петли. Все, с этой стороны мы убавили 1 раз 2 петли и 1 раз 1 петлю. Больше с этой стороны мы никаких убавлений не делаем, а плечевые скосы мы продолжаем закрывать петли, как нам и надо. Еще раз 8 петель и 1 раз 7 петель. Закрыли последние 7 петель, дальше провязываем до конца, разворачиваем работу, вяжем изнаночный ряд и в следующем ряду все петли закрываем. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Получается у нас плавный переход, нету ступеньки и небольшое закругление горловины. Следующие петли мы закрываем по прямой, и эту сторону мы вяжем точно так же, как и эту. Что касается передней части, мы точно так же вяжем, как и спинку, но глубина выреза у нас будет больше, и мы начинаем вывязывать горловину раньше. Согласно выкройке моей и описанию, нам надо будет закругление горловины делать и учитывать то, что здесь больше рядов. В каждом втором ряду 1 раз 3 петли, 2 раза по 2 петли и 3 раза по 1 петле. И 1 раз мы 1 петлю закрываем не в каждом втором ряду, а
в 4-м ряду. Все, вам надо это высчитать, посчитать. То есть мы начинаем плечи, как и на спинке, а горловина у нас будет немножко раньше начинаться. От обратного считаем, идем, сколько у нас здесь получилось рядов, и высчитываем, сколько горловина впереди. На сколько рядов меньше надо связать, чтобы начать горловину. Приступаем к вязанию рукавов. Я вязала 2 рукава сразу от разных клубков. В таком случае рукава точно будут одинаковые, нигде не пропустите убавки, добавки и так далее. Но вы можете вязать, конечно же, и каждый рукав по отдельности, и кроме этого вы можете вязать по кругу. То есть те, кто умеют вязать, уже сами определят, как удобнее вам и лучше вязать. Итак, я набирала на рукав 58 петель и распределяла следующим образом. Сразу идет кромочная петля, затем 2 изнаночные, 8 лицевых, 2 изнаночные, 10 лицевых, 2 изнаночные, 8 лицевых, 2 изнаночные, 10 лицевых, 2 изнаночные и 8 лицевых, 2 изнаночные, плюс кромочная. Получается, что у нас посередине идет полоса без косы, постоянно будет повторяться, и косы с наклоном вправо и с наклоном влево. Следующие полосы тоже без косы. И следующие полосы должны по рисунку быть с косой. Но так как здесь идут прибавления, мы прибавляем и не вяжем ту косу до тех пор, пока не будет столько петель, сколько нам нужно для рисунка. Но я здесь, вот, например, добавляла, да, косу, когда уже 10 петель добавлено было дополнительно от начала рукава. Но по большому счету вот это вот место, оно будет получаться как бы под мышкой, и его в принципе сильно видно не будет. Поэтому можно не заморачиваться, можно здесь вязать просто лицевыми. Это прибавленные петли, их не будет особо видно, будет только видно лицевая часть рукава. Поэтому здесь можно вязать без узора. Итак, как мы делаем прибавление? После того, как распределили узор, мы прибавляем в каждом 8 и в каждом 10 ряду 14 раз. То есть мы чередуем. Провязали 8 рядов, вернее 7, в 8 делаем прибавку. 8 ряд это у нас получается изнаночная сторона, я делала прибавление с изнаночной стороны, то есть с 2 сторон. Потом после прибавления провязали 9 рядов, в 10 ряду мы делаем прибавление тоже с изнаночной стороны. И так до той длины, которая вам нужна. У меня это получилось 43 сантиметра. И после этого мы уже будем делать окат рукава. Да, резинка, кстати, забыла сказать, резинка 6 сантиметров. То есть 6 сантиметров резинки и 43 сантиметра у меня весь рукав получился, длина рукава. И после этого мы уже делаем окат рукава. И для оката мы закрываем следующим образом. Сразу мы закрываем по 2 петли с 2 сторон. Затем по одной петле мы закрываем 19 раз. После этого мы 4 раза по 2 петли закрываем. То есть 2, 2, 2, 2. Ну, с 2 сторон. И дальше 1 раз по 3 с 2 сторон и 1 раз 4 петли с 2 сторон. В итоге остальные петли мы просто закрываем по прямой, и наш рукав готов. Затем мы будем этот рукав сшивать в пройму и делать шов. Если брать в сантиметрах, то у меня получилось всего 68 сантиметров. То есть здесь я вам уже сказала 6, 43 и плюс вот это вот расстояние 19 сантиметров. Также хочу вам заметить по поводу маркеров. Я все время ставлю маркеры, когда делаю прибавление, чтобы не пересчитывать постоянно и чтобы не сбиваться, чтобы равномерно все было.
С этой стороны, так как я с изнаночной стороны прибавление делала, то как бы у меня маркеры с этой стороны, да. А с этой стороны я делала маркеры, это я отсчитывала раппорт. То есть по схеме у меня я провязываю изначально 10 рядов, и в 11 начинаю делать вот эти вот перехлесты косы. Затем я вяжу 9 рядов, вернее не 9, а 8 рядов, и в 9 делаю перехлесты, и так вот, ну, дальше по схеме. И я отмечаю, здесь ставлю тоже, чтобы не считать постоянно, чтобы не сбиваться, чтобы правильное количество петель у меня было для косы, чтобы она не получилась где-то меньше, где-то больше. Итак, у меня готовы все детали. Перед и спинку я изначально пришью друг к другу, делая плечевой шов. Дальше буду набирать петли на горловину и вязать в круговую. Спицы номер 3 буду использовать. Следующий шаг это будет у меня пришивание рукава. То есть здесь точной рукав, и мы будем в пройму вшивать наш рукав. И дальше уже будут боковые швы и швы рукавов. Я связала рукава и уже сшила изделие. Как вшить в пройму вточной рукав, вы можете посмотреть в отдельном видео у меня на канале. Ссылку оставлю в подсказках под видео. И остался последний штрих, это обработка горловины. По краю горловины набираем петли, начиная от плечевого шва. И далее вяжем резинкой 2 лицевые, 2 изнаночные петли. Необходимое количество рядов. У меня это 2,5 сантиметра. При этом в последнем ряду мы смещаем крайнюю петлю ряда, она у нас изнаночная, влево. То есть мы ее не провязываем, а маркер переносим и ставим перед этой петлей. Сняли петлю, вернули назад, поставили маркер. Ряд у нас будет начинаться с изнаночной петли. Далее нам нужно перейти с резинки 2 на 2 на резинку 1 на 1. Мы делаем это следующим образом. В каждой группе лицевых петель мы должны будем поменять местами первую лицевую петлю и предыдущую. Вот эту вот петлю с этой. Для этого мы подхватываем правой спицей лицевую петлю. Она у нас будет перед работой. И перекрещиваем с изнаночной петлей, которая перед этой петлей. Придерживая изнаночную петлю пальцем, одеваем ее на левую спицу. Затем возвращаем лицевую петлю на левую спицу. И провязываем эти петли, лицевая петля и изнаночная петля. Дальше мы вяжем лицевая, изнаночная и опять повторяем то же самое. Можно также провязывать сразу эти петли, не снимая со спицы. Сначала мы провязываем лицевую петлю, затем мы провязываем изнаночную петлю и сбрасываем эти петли. Это будет то же самое. Выбор за вами. Вяжем таким образом до конца ряда. Мы поменяли петли. Таким образом мы из резинки 2 на 2 перешли на резинку 1 на 1. Далее надо провязать 2 подготовительных ряда полой резинкой. Благодаря ей край будет более эластичный и более завершенный. Итак, первый ряд вяжется следующим образом. Лицевые петли мы провязываем лицевой петлей, а изнаночные петли мы снимаем. При этом нить у нас перед работой. Изнаночная петля расположена вот таким вот образом. Мы подхватываем за заднюю стенку и снимаем ее, как изнаночную. И так мы вяжем до конца ряда. Лицевую провязываем,
изнаночную снимаем нить перед работой. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем нить перед работой. Второй ряд полой резинки вяжется наоборот. Лицевые петли снимаем, нить за работой, а изнаночные петли провязываем. Итак, лицевую петлю мы снимаем, изнаночную провязываем. Лицевую снимаем, нить за работой, изнаночную провязываем. Так мы вяжем до конца ряда. Я провязала 2 ряда полой резинкой, и теперь мы будем закрывать петли при помощи иглы. Для начала нам надо отрезать ниточку от клубка, и длина нити должна быть в 4 раза длиннее, чем окружность горловины. То есть нить будет достаточно длинная. Закрываем последние петли, и нам надо будет закрепить ниточку и спрятать хвостики. Подтягиваем хорошо, распрямляем, выравниваем ряд, и при помощи иглы мы закрепляем последние петли. Вводим иглу в следующую петлю, которая бы у нас начиналась. Вот она у нас идет. Здесь окончание петли, и вот в следующую петлю протягиваем как бы вовнутрь иглу. Протянули и немножечко подтянули, чтобы было одинаковое расстояние. И еще раз закрепляем, протягивая следующую дольку, следующую стеночку. Все, мы выровняли ряд, у нас здесь ровненько все. И теперь мы прячем хвостики, протягивая ниточку через петли с изнаночной стороны. Просто берем и протягиваем через каждую петлю ряда, захватывая одну из стенок петли. И подтягиваем. Таким образом мы закрепим ниточку, и у нас не будет видно перехода. Все. И горловина у нас готова. Давайте посмотрим, как выглядит край горловины, закрытый при помощи иглы. Очень аккуратно, и край эластичный. Не будет дискомфорта при одевании свитера или джемпера. На этом у меня все. Осталось только постирать изделие и высушить, и джемпер готов, можно носить. Всем, кому понравился данный джемпер, вяжите вместе со мной. Если будут вопросы, задавайте, обязательно отвечу и подскажу, и помогу. Желаю всем ровных петелек и до новых встреч. Встретимся в следующем видео.